Ага, с торца она просто была, да? Угу. Оттуда вы ее, наверное, фотографировали. Заткнем, это заклеим, шашку пустим. Но вопрос, где мы ее можем увидеть, если увидим. Выход дыма. Да, если. Потом рассказываю, как это все, работает. Увидеть. Вы же должны увидеть изнутри. Ну, мы изнутри сейчас. Или там бывает такая дырка, что ее не увидишь. Сейчас рассказываю, как в принципе это работает. Когда вы начинаете затапливать, пока все холодное, была бы, например, труба снаружи дома, один разговор, но труба у вас как бы в толще дома. Канал теплый все время. Да. И он все время подсасывает в большей степени в себя. Это может быть эффект выброс дым, но это настолько мизерный этот эффект, чтобы дым выбросило сюда через какую-то щель. Как только вы затопили, как пошло тепло, все выдувает, и даже если есть какая-то щель, она наоборот в себя втягивает. Вот так работают все тепловые приборы, которые, вообще любые, в принципе, металлические трубы, кирпичные трубы, все равно. Вот. Если в трубе ничего нет, да. Я считаю, что это женское, зато я поставлю галочку, что мы все сделаем. Это нормальная ситуация. Это я, как чистая говорю, совесть, по поводу детей, с воротами, да. Нет, Оказывается, они... Это известная история, что мальчики и девочки... Да, я все начал перебирать, потому что я это знаю. Да. Так, ребят, камеру, штанги, давайте с этим. Ага. И там еще показывают, что значит вот едут там полукровки, ну вот 50 деревьев, вот если ехать тогда, а с ними же рядом провода стоят. Начинаем. Покручивайся. Начиная отсюда. Смотри туда в сторону, сейчас нужно входить. Да, как-то надо будет сейчас. Ну-ка. Что летит? Это просто... Это сажа просто, сажа. Вы толкаете? Да, и она вот тут везде сейчас летает. Тебе нужно засунуть, наверное, в другую. Ты засунул слева или справа от задвижки? От шибера. Справа суй. У тебя канал вправо уходит. Всем привет! С вами трубочист Алекс. Сегодня у нас было обследование и чистка камина. Заказчик обратился с просьбой и, в принципе, выяснить, почему есть запах гари некий. Ну, естественно, мы причину выяснили. Передо мной стоит заказчик, попросил не показывать в кадре. Спрошу вас, по вашему мнению, запах из-за чего был? Ну, как мы выяснили с вами вместе, вернее, я вместе с вами выяснила, наконец-то, что это всего лишь был накопленный налет гари, сажи внутри камина, с учетом того, что дому почти 15 лет, хоть мы и не каждый день топили, там все загрязнилось, накопилось, и, собственно, после того, как мы прочистили, у нас все работает прекрасно, горит весело и бодро. Хорошо. Спасибо вам большое. Ну, еще пару вопросов есть. Давайте. Чистили долго? Сложно, как вам показалось? Нет, мне кажется, что, я на время не смотрела, но мне показалось, что это заняло максимум до часу, может быть даже меньше. Все вместе имеется в виду с подготовкой к тому, поскольку мы стоим в комнате в светлых тонах, вы можете показать, никаких следов абсолютно нет. Белый ковер и светлые обои рядом стоящие. И трубочистый рядом, да. Все чисто, никаких запахов и так далее. То есть все очень экологично и приятно. Есть моменты, которые в нашей работе не понравились? Нет, мне, может быть, даже жалко, что мы с вами вместе не наблюдали путешествие в виде трубы внутри трубы камина. Вернее, мы его начали смотреть. Я просто подозревала, что у нас может быть там трещина. И поэтому нам придется как-то ее там более внимательно выискивать глазами. Поскольку мои фотографии оказались совершенно непрофессиональными и некачественными, я надеюсь, что именно с помощью большого щупа я узнаю, что же там внутри. Но только после чистки фотография отразила, собственно, всю ту проблематику, которую имела.
А что, ну, понравилось? Есть такие моменты? Мне понравилось, что работали слаженно, четко, быстро, не шумно. Ну, то есть, как говорится, все технологично, знаете, вот люди знают от и до. Раз, два, три, все подробно рассказали, все объяснили. Ну и, собственно, самое главное, что мы получили шикарный результат, поэтому Вот всё спасибо работает. вам огромное. Да. Спасибо вам. Еще раз. Спасибо. Отлично, спасибо. Спасибо за отзыв.